Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Знаете, я заметила, что многие рукодельные каналы учат, как правильно разрезать новую, красивую, дорогую ткань, а потом из нее шить лоскутный узор. А мне подарили очень много образцов мебельной ткани. Большие куски ушли на другие проекты. Осталась вот эта мелочь. Естественно, ничего не выкидываем, даем вторую жизнь самым мелким обрезкам. Чтобы вся работа получилась красивая и аккуратная, воспользуемся самодельным приставным столиком. Надо, чтобы работа лежала ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Для работы нам нужна плотная, крепкая ткань основы. Укладываем красивый яркий кусочек и со всех сторон начинаем его обшивать. Обшиваем мелкими лоскутками. У меня это плотные ткани, мебельные, фетр, драп. Они не сыпятся, поэтому я их просто пришиваю по краю прямой строчкой. Если хотите, то можно шить зигзагом или каким-нибудь декоративным швом. Лоскутки специально не подбираем. При таком объеме просто невозможно выстраивать какой-то узор. Нашиваем кусочки черепицей нашим любимым способом, методом научного тыка. Для тех, кто забыл, напоминаю, что тык и мык – это древнерусские ученые-самоучки. Сначала они работали вместе, потом к ним присоединился ученый как-то так, а чуть позже они основали корпорацию «Так и надо». О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенье дух, и опыт — сын ошибок трудных, и гений — парадоксов друг, и случай — Бог-изобретатель. Это Александр Сергеевич Пушкин. Он понимал толк в шутках. Мне особенно нравится его высказывание. Вдохновение — это умение приводить себя в рабочее состояние. Сами видите, как это правило действует у рукодельниц. Начали наводить порядок в лоскутках и так увлеклись, вдохновились,
что держите меня семеро, незаметно для себя заполнили всю ткань основы. Остается только ее выровнять и подрезать края. Навели порядок в лоскутках, навели порядок и в жизни. Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам. А это уже слова Шекспира. А почему? А потому что это уже не первая заготовка, которую мы шили таким способом. Конечно, что из них делать, каждый будет решать сам. Это может стать красивой, эффектной декоративной подушкой или сумкой. А мне хочется красивый коврик. Граждане новоселы, внедряйте культурку. Вешайте коврик на сырую штукатурку. Заготовки получились толстенькие, плотненькие. Как же их соединить вместе? Воспользуемся нашим любимым способом через две бейки. Одна бейка шириной 5 сантиметров, другая 3 сантиметра. Широкую бейку складываем вдоль пополам. Ее мы будем пришивать с лицевой стороны, а узкую пришьем к нижней части детали. Все соединение можно прошить сразу одним швом. На следующем шаге нижнюю бейку разворачиваем, расправляем и к ней приставляем следующую деталь. Прошиваем на швейной машинке. Смотрите, с изнанки получается очень чистое и красивое соединение, а с лицевой стороны ткани лежат ровно рядом. И смотрите, как интересно получается. Детали разворачиваем, а потом этой двойной бейкой закрываем открытые срезы. Знаете, наверное, вот это мой любимый этап работы. Пришиваем бейку, и получается красота. Все чисто и аккуратно. В моей сегодняшней работе соединились 4 заготовки. Размер получился немаленький. Длина 144 сантиметра, ширина 66 сантиметров. В принципе, приличный размер для панно или прикроватного коврика. Но у меня еще остались такие мелкие мебельные кусочки. И чувствую, что в процессе работы их будет еще много. Ну что же, будем жить и шить помаленьку, добавлять дальше длину коврика. Сами понимаете, что проще шить не торопясь, небольшие блоки, а уже потом придумывать из них что-то большое и грандиозное. Ну, девочки, сами понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите. Творчество заразительно. Распространяйте его. Поэтому поделитесь этим видео во всех соцсетях. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!